Сегодня мы поговорим с вами о технологии, которая изменит мир. По крайней мере, такие сферы, как психология, эзотерика, медитация, саморазвитие и так далее. Почему я в этом так уверен? Я тебе сейчас объясню. Вот недавно я ездил в Испанию, в Кордобу. Там, считай, на улице плюс 40, а я жил прямо непосредственно в пещере. То есть апартаменты сделаны, прорублены прямо в пещере. И то есть, когда ты только туда заходишь вовнутрь, ты сразу же чувствуешь не только прохладу, которая натуральная и кайфовая, но ты чувствуешь силу. То есть это как место силы, там определенная энергетика. А теперь смотри, ты никогда не был в Кордобе, ты никогда вообще не знаешь, что такое быть в этой пещере. Но я беру благодаря своей технологии и записываю на носитель эту информацию в виде слепка. Ты, находясь за 3000 километров, подключаешься к моему носителю, ставишь руку и делаешь все по инструкции, как я говорю, и ты ощущаешь на уровне всего тела, в мыслях. То есть ты, условно говоря, телепортируешься, как бы вот внутренне по ощущениям, ты телепортируешься в эту пещеру. И ты ее чувствуешь во всех тех мелочах, доскональностях, то же самое, что чувствую я. То есть, другими словами, по сути, очень-очень-очень грубо говоря, это телепатия через проводник. Только не в том представлении, как ты себе это представляешь, телепатия, что ты сидишь там вот это вот, накидываешь предложение в голову. Нет, это невозможно, это не будет возможно никогда. То есть телепатия в виде разговора, как ты говоришь речью, она невозможна. Телепатия, она возможна в виде языка образов, в виде языка слепков нашей нервной системы. То есть объясняю подробнее. Вот в тот момент, когда я заходил в пещеру и находился в пещере, это не просто ощущение. Вот знаешь, вот у вас все в голове просто, случайно, все общими словами и шаблонами. Но если ты погрузишься вовнутрь и начнешь размышлять, то вот это ощущение внутри, это определенная биохимия, определенные сенсоры твоих рук, глаз, ушей. То есть это закодированная информация, это код. Ты его воспринимаешь, эта вся информация идет в твою голову, и там она расшифровывается, и ты получаешь вот это вот внутреннее состояние. Но это внутреннее состояние как слепок, его можно взять, сконцентрировать, записать, и другой человек может к этому подключиться. Это работает подобно тому же, как, например, для тебя песня – это просто песня, ты просто сидишь, слушаешь, кайфуешь, песня. А для другого человека, который в теме, это просто вот они ударные, барабаны, соло, бэк-вокал и так далее. То есть это целая история, композиция. И человек, который делает хиты, который профессиональный музыкант, он слышит музыку не так, как ты. Он ее не слышит вот этой вот общим фоном. Он ее слышит вот этими мельчайшими деталями. И вот это вот тонкое, которое ты даже не услышал, а он это услышал и сделал. То есть ты понимаешь, что музыка делится на ноты, а ощущения и наше состояние делятся на импульсы. А теперь представь, вот мы были в пещере, я тебе дал это состояние, ты считал, кайфанул, все окей. Ну какой смысл в этом? Ну да, кайфанул, ты получил опыт, интересно, не более того. Но, а если мы возьмем это и сделаем по-другому? Если, допустим, я человек, который 10 лет отдал тому, что лечу людей от зажимов. Ну, точнее, лечу, это неправильное слово. Избавляю людей от зажимов, убираем зажимы, делаю их суперменами в плане того, что убираю все их психотравмы и их тело, которое связано с психикой, все в напряжении. И вот в этих всяких залипших комках я их убираю. А если я это сделаю не ручную, руками, в личную, в жизни с человеком, а если свою последовательность действий я запишу также в виде кода, раскодированно как бы на языке программирования, раскодирую это и потом затем запишу. А ты считаешь это, и твое подсознание, твоя нервная система получит слепо как бы схему действия и начнет это распаковывать само автоматически. То есть мне не придется вручную это с тобой колдовать, а твое тело начнет эту историю запускать самостоятельно. То есть ты понимаешь, насколько это уже принципиально все по-другому. Насколько это, скажем так, высаживает вообще в аут и выносит на историю, просто на обочину истории такие вещи, как остеопатия, какие-то там рейки и так далее. То есть вещи, где люди лично делают своими руками определенные вещи, взаимодействуют с организмом, но они являются лишь посредником, то есть неким таким живым объектом извне, которое коннектится к твоему телу и направляет. Но если твое тело будет иметь эту инструкцию в виде скрипт-кассеты и само сможет распаковать это все, то тебе не нужен этот человек-посредник, потому что он все равно не знает для тебя, как лучше, он не знает для тебя, как более правильно, более сильно, даже если он супер мощный профессионал и отдал этому всю жизнь, он все равно не может знать
это лучше, чем знает непосредственно твое тело. Потому что твое тело это и есть ты изнутри. И, конечно же, изнутри это работает всегда лучше, чем снаружи. Это абсолютно логично и понятно. То есть человек извне, он может быть не в ресурсе, он может быть уставший. Ты его попробуй найди. Он там забронирован, он тогда стоит денег сеанс и так далее. То есть это сложность наша социальная. Потом, когда непосредственно в процессе сеанса, допустим, он подключается, твое тело может защищаться, он может не найти к тебе как бы ключи, он может переборщить в воздействии, он может недоборщить в воздействии. То есть сотни факторов, которые оказывают непосредственное влияние. А если бы нам с этим вообще не нужно было бы сталкиваться, если бы просто ты подключился и напрямую бы это все для себя распаковал, что бы это было? И это не мистика, это не будущее, это скрипт-кассеты. Это как раз и есть та технология, о которой я тебе говорю, когда ты можешь взять и считать просто этот информационный импульсный слепок, подключиться к нему, и дальше твоя нервная система, твой головной мозг, твое подсознание сделают все за тебя. Абсолютно каждое чувство и ощущение внутри вас, будь то полет, невесомость, возбуждение, благодарность, это всего лишь определенный слепок, определенная конфигурация вашей нервной системы. Мы умеем записывать эти готовые конфигурации в скрипт-кассеты для вашего индивидуального подсознания и нервной системы. Тем самым вы получаете возможность подключаться к ним в любой момент, при этом находясь у себя дома в кровати. Это закрытая технология и составляет эксклюзивную ценность скрипт-кассет. Аналогов в мире просто нет. Подытожив все вышесказанное, получаем, что принцип устройства скрипт-кассет – это определенная целостная информация, программа, последовательность действий, нейроскрипт, содержащий в себе готовые конфигурации рецепторов для вашей нервной системы и подсознания. А для твоего сознания и тобой это будет ощущаться, как твое тело само в нем что-то происходит. То есть, например, если мы берем кассету, вот у меня есть кассета «Живот вверх, живот вниз». То есть это, по сути, идеальный висцеральный массаж, который, висцеральный массаж – это массаж внутренних органов и так далее. Это такое ощущение, что оно берет само, бац, напрягло, бац, втащило туда, бац, что-то тянет изнутри, бац, расходится, бац, пробулькало, бац, оно туда, аж так вдохнуть тяжело, потом отпускает. Я хочу рассказать о кассете ТАСС. Это кассета, которую я чувствую лучше всего. Наверное, потому что как раз у меня там есть проблема. С тазобедренным суставом бывают разные проблемы. Бывают те, которые можно решить манипуляциями, дернуть, хрустнуть, поставить на место и все хорошо. Вот у меня не тот случай, у меня как раз там есть мышечный дисбаланс. И когда я подсоединяюсь к кассете, через какое-то время я начинаю прям чувствовать, как мышцы вокруг правого тазобедренного сустава начинают гореть огнем. Прорабатывается именно то место, где у меня есть проблема. Ну, это прям что-то нереальное. Это как раз та проблема, которую я не могу решить самостоятельно, или, по крайней мере, это очень сложно, мне это не дается. Но подключаясь к кассете, я прям чувствую, как прорабатывается конкретно то самое место, где есть проблемы. И это какой-то космос. То есть какие-то произвольные алгоритмы внутри твоего же тела, ты это ощущаешь, но ты этому как бы команду не даешь, ты этого не просил, ты просто подключился, ты не направляешь, не выдумываешь, не нужно тебе как бы верить, там что-то представлять, оно само, ты понимаешь? А знаешь, почему ты как раз не понимаешь? И вот почему люди не осознают этот весь факт? Какие-то там умники в комментариях, они пытаются в рамках своего узкого представления и ограниченного представления о мире пытаться сделать выводы о скрипт-кассетах. Типа, ну это же такая, как какой-то Гуряева, Гундяева, там, не знаю у кого. То есть всякие какие-то фамилии говорят, какие-то вещи. Это какое-то там, типа, продвинутая остеопатия, это продвинутый гипноз, еще что-то. Нет, ребята. Так, ребят, ну и не сравнивайте это, пожалуйста, ни с какими-то хилингами, ни с какими практиками, медитациями. Что вы там знаете, да? Вы же все умные, знаете много методов. Я тоже не вчера это начал и тоже много чего знаю, поверьте, и создал абсолютно уникальный продукт, как энергодыхание. Так вот, я вам скажу, это вообще другое. То есть это другое, это персональная штука, которая очень мощная, понимаете? То есть есть практики, которые вам нужно делать, пыхтеть, да, скажем так, тренироваться. А здесь вообще просто прикладываешь руку, и по руке такой идет энергетический приход, как-то еще можно назвать. Причем так мощно, что ты даже поверить не можешь, что это происходит. Не было до этого аналогов
то, с чем сравнить нельзя. Вот понимаешь, нельзя. То есть был конь, и напрямую ты не можешь скакать на лошади, вот представлять это все, и как бы представить, что такое машина, потому что это принципиально новое устройство, возможности, все новое. Лошадь вообще никак ничего общего не имеет с машиной. Вот ты понимаешь, вот то же самое и скрипт-кассета не имеет ничего общего ни с любой какой-то эзотерической практикой, духовной практикой, медитацией, не рейками, ничем. Это вообще по-другому, понимаете? Только слушая меня и то, что я здесь говорю, если ты осознанный человек, ты можешь хотя бы как бы слышать и чуть-чуть пытаться представить, что это такое. Потому что кроме меня ты, соответственно, это нигде не можешь не увидеть, не услышать, ибо я первоначальник, первородец в этом, как бы первопроходец в этом роде новых устройств, явлений, технологий, понимаешь? Я хочу, чтобы ты включил вот эту свою сознание, свою душу, свой мозг, свой отклик и просто попробовал представить, чем занимаются на сегодняшний день люди. То есть вот что такое медитация? Медитация – это когда ты вот садишься в какую-то позу, занимаешься вот этим каким-то там погружением в себя. Это очень, я тебе скажу так, скучно, неинтересно. То есть ты можешь это сказать так, что так в этом-то и смысл, то есть так и надо страдать, вот это вот концентрироваться и так далее. Да кто тебе это сказал? Это просто один из способов роста, безусловно. Но то, что он должен быть таким убогим, скучным, неинтересным и нетехнологичным, это не обязанность, это не факт. Это просто так складываются сейчас обстоятельства, потому что нету альтернатив и аналогов. А теперь представь другой расклад, когда есть у тебя скрипт-кассеты. Тебе не приходится себя заставлять, потому что, например, чтобы поиграть в PlayStation, в компьютерные игры, ты себя не заставляешь. Чтобы посмотреть какой-то сериал на Netflix, ты себя не заставляешь. Чтобы посмотреть какое-то YouTube-видео, ты себя не заставляешь, потому что это интересно. Тебе в этом как бы интересно проходить, играть, развиваться. Так вот, скрипт-кассеты – это то же самое. То есть это как скрипт, это как ты включаешь диск с определенной программой, с игрой, и ты подключаешься к этой игре, и с тобой происходит вот это вот как бы магия, волшебство. И тебя это настолько поражает, это настолько тебя полностью захватывает всего, что тебе интересно, а что можно еще, а где лимит. И это так легко и в кайф, что тебе не приходится себя заставлять, не приходится вообще себя уговаривать это делать. Добрый вечер, меня зовут Александр. Хотел бы оставить отзыв о скрипт-кассетах Александра Российского, конкретно о вертикали. Когда я первый раз ее попробовал, я был немножко в шоковом состоянии. Потому что у меня достаточно большой опыт разного рода медитаций, энергетических практик, ретритов, випассан. Но когда я первый раз попробовал данную кассету, когда я просто сел, положил 2 пальца, я ощутил, как будто мое тело начинает выпрямяться само. То есть я сижу, я просто наблюдаю, как мое тело начинает вытягиваться по определенным алгоритмам, как оно начинает действовать без моего какого-то внутреннего намерения. И это очень интересно, очень эффективно, потому что по большому счету ты в этом процессе ничего не делаешь. Ты просто занимаешь позицию наблюдателя и получаешь кайф. Очень рекомендую, это будущее, поверьте мне. И условно говоря, если мы возьмем такую, опять же, вещь, как медитация, то новичку для того, чтобы вообще чего-то достичь, ему нужно пройти целый путь, очень длинный путь. То есть это можно сравнить, знаешь, с первым восхождением на Эверест, когда 2 мужика, настоящих героя, вообще вслепую, без оборудования, с молотками какими-то просто, и прокладывали эти лебедки, делали и забрались на Эверест. А сейчас на Эверест знаешь, кто уже может залезть и кто туда залазит? Условно такие люди, как Виктория Боня, ну то есть только, может быть, американского пошиба, и то сама Боня, я думаю, тоже туда скоро залезет. То есть я имею в виду, что люди, которые при прочих равных, там, 50 лет назад, не то что Эверест, они даже подумать бы не могли, они бы не смогли физически этого достичь, потому что нужны годы и годы тренировок и так далее. Но благодаря нынешним технологиям, благодаря всем этим обогревам, благодаря всем этим удобным девайсам, устройствам и того, что все так выстроено, и эти носильщики носят, им нужно просто остается хоть немножко проявить себя и зайти на вершину. Так вот, скрипт-кассеты – это примерно то же самое, только в рамках медитации. Тебе больше не нужно постигать вот эти все азы, ужасы, все это нытье, все это бесконечное, нудное, неинтересное, вот это погружение, где нету погружения, где ты просто на месте, где тебя выкидывает, раздражает и так далее. Ты тратишь на это год, 2, 3, кто-то уходит в пещеры. Это больше не нужно. Потому что человек, который прошел этот путь, он просто записывает туда состояние. И ты подключаешься, и ты напрямую, как по мостику через проводник, попадаешь туда. То
То есть за тебя уже это сделали, ты просто идешь по вытоптанной тропе. И если мы живем в нашем мире, в котором все так, то есть какой-то Колумб открыл первый там Америку, а теперь ты Америку не открываешь, ты приезжаешь на самолете, готовый в аэропорт, такси, в гостиницу, все, за тебя все выстроили. Так вот точно в таком же формате, только за тебя теперь все выстроили в формате вот этого духовного роста, в формате вот этой духовной практики. И ты получаешь результат в 10 раз, может в 100 раз быстрее, в зависимости от того, насколько ты талантлив и насколько у тебя это получается. Теперь идем дальше. То есть некоторые люди совершенно не понимают, о чем я говорю. Например, я видел такие комментарии. То есть, а ты создай вот какую-то кассету, которая будет давать оргазм. И то есть не нужно даже сексом заниматься, будет оргазм. То есть, ну, это вот просто человек, получается, не понимает вообще мир, как он выстроен. То есть ты понимаешь, что оргазм – это не просто кайф, который у тебя происходит во время секса. Оргазм – это выброс огромного количества ресурсов твоей психохимии, то есть твоего дофаминового центра, твоего тестостеронового центра и так далее. То есть если даже я создам скрип-кассету подобно этой, она тебя убьет, как та крыса, которая нажимает на кнопочку. Ты понимаешь это, что не бывает в нашем мире халявы, чтобы что-то получить, надо отдать энергию. То есть, соответственно, если я воссоздам этот кайф, ты будешь расплачиваться своей энергией. Так не работает. То есть я создал, скажем так, Rolls-Royce, я создал Ferrari, но ты его ведешь. То есть ты не можешь ничего не делать и просто само по себе телепортироваться или машина телепортируется. То есть ты по-любому участвуешь в этом процессе. Просто создал технологию, которая увеличивает эффективность, легкость, скорость в десятки, в сотни раз. Это да, но не так, как ты себе это представляешь. Идем дальше. Тоже я читал такой комментарий. А создай состояние, какой человек чувствует предсмертное, чтобы прочувствовать. Откуда я знаю, как себя человек чувствует, когда он умирает? Если бы я это уже знал бы, ты бы даже этого видео бы не видел. То есть я не могу записать и создать скрип-кассету о том, о чем не имею понятия. То есть я могу создать только вот эту мозаику, слепки того, чего знаю. И вообще, то есть скрип-кассету возможно создать только будучи полным экспертом. Если ты не понимаешь целостную картину, ты не можешь ничего воссоздать. Это фейк, это бред, ты понимаешь? То есть как бы это не волшебная палочка, это технология. Просто это технология будущего, квантовая. Но у нее есть и ограничения, и реализм, ты понимаешь? То есть, если бы я был, например, такой какой-нибудь Хабиб, чемпион мира по UFC, то есть лучший там боец мира, то я бы смог создать скрипт-кассету чемпионского состояния. Я бы смог, потому что Хабиб внутри его чувствовал много раз и побеждал. А я не знаю, как себя чувствует человек, потому что я вообще типа от драк не в восторге, понимаешь? Я не могу воссоздать то, чего нет во мне, и то, чего нет представления, то, чего я конкретно не прочувствовал. То есть в каком-то роде получается, что я как похититель чувств. То есть я могу, испытав какое-то ощущение, например, даже прийти на практику к какому-то специалисту, там, допустим, тому же остеопату или массажисту, и вот в процессе того, что он что-то будет делать, я могу это сохранить и потом переработать и записать. И ты, даже не ходя туда, ощутишь это. Вот это вот могу, потому что это моя сфера, потому что я этому отдал жизнь. То же самое я могу воссоздать где-нибудь в психологии, там, в семейной, с детьми и так далее. То есть, где я непосредственно участвую, где у меня был такой опыт. Если этого опыта нету, то я не могу воссоздать точную картину. Если я полезу туда, это будет то, что называется Франкенштейн. То есть, Франкенштейн, это когда ты такой думаешь, вот как идею, типа, а какую бы я скрип-кассету хотел создать? Так, хочу, допустим, чтобы там было вот ощущение холода, чтобы дрожь по телу, чтобы был полный релакс, чтобы ощущение, как у бабушки на даче. Такой, ага, окей, все. Пошел в процесс, но если ты не имеешь тонкого представления, если что-то пойдет не то, то вместо вот этой скрипт-кассеты получится Франкенштейн. То есть ты подключаться, когда к ней будешь, а у тебя такой бац, и сдавливает, например, виски, и болит, раскалывается голова. Вот это Франкенштейн, это то есть когда ты вместо того, чтобы получить свой скрипт, свою рабочую программу, получаешь уродство и то есть наоборот анти. И вот именно по этой причине за 7 лет уже существования этой технологии мною не открыты ежедневно новые кассеты, потому что это невозможно, потому что для этого нужна муза, для этого нужна прям снисхождение какой-то вот такой божественной энергии, желания, как, знаете, как написать стих, как некоторые написать картину. И чем более гениальная эта энергия, чем лучше я себя внутри чище чувствую, чем больше вот вдохновлен, тем больше шансов на то, что будет хит.
И хитов за это время у меня уже предостаточно. То есть этого бы уже хватило, то есть для обычного человека, чтобы был крышеснос, чтобы была просто полная трансформация его по жизни. Как в физическом теле, у меня есть кассеты, которые меняют именно физическое тело, работают с физическим телом, так и с энергетическим, то есть прокачка любых чакр, состояние невесомости, состояние точки ума, вот этой высшей медитации. И также психологические кассеты, которые ты, например, вот у тебя есть задача, да, ты не знаешь, как поступить. Ты подключаешься к этой кассете, она тебя переносит в определенное такое сильное состояние, в которое ты уверен, и из этого состояния у тебя как бы идет трансляция потока. И ты просто четко понимаешь, вот делать так, так, так. То есть как будто бы, знаешь, ты подключаешься к определенному переводчику, который дает тебе указания, как из этого выходить. То есть если бы был какой-то серьезный человек, вот реально, не просто какой-то зритель там, да, которому любопытно или еще что-то, серьезный. То есть я говорю о тех людях, которые понимают, что они серьезные. То есть я бы с удовольствием бы пообщался с таким человеком, мы бы нашли общий язык. То есть я бы показал, рассказал, что умею, что могу, и с точки зрения физического мира здесь и сейчас, и с точки зрения этого изобретения скрипт-кассет, и с точки зрения того, что еще можно впереди, как я это вижу. Потому что эти люди, вот про которых я говорю, которые если сейчас видят это, они понимают, то в этом мире, вы же прекрасно понимаете, ребята, что, условно говоря, там какая-то вот такая вот пижамка, это стоит 3000 евро. То есть вот это вот все, это стоит как автомобиль какой-нибудь Mercedes S-класса. То есть это вообще деньги вот в этом мире, они не значат ничего. Значит уникальность, то, чего нету, и то, что дает возможность, то, что дает невероятные какие-то прорывы, знания и так далее. И то, что я как бы за это запрашиваю, ту цену просто смешную, и те как бы возможности, что я хочу. Я просто хочу иметь возможность развивать это, то есть какие-то исследования глубокие, какую-то мне нужна аппаратура, которая это все будет фиксировать. Мне нужны выход на людей, которые в этом тоже понимают и которые бы меня слышали, может быть, даже от официальной науки, чтобы мы вместе какую-то коллабу замутили. То есть мне нужны вот эти возможности, потому что я один в поле воин. А пока я один в поле воин, зато я свободный и делаю то, что хочу. И вообще, в принципе, буду. То есть я ни под кого не лягу, это 100%. Я буду как бы делать то, что мне нравится. Просто вполне возможно, что кому-то это будет интересно, и те возможности, которые есть у меня, они будут интересны и вам. То есть мой интерес здесь вполне очевидный. Меня интересует не столько даже деньги. То есть деньги это понятно априори, когда ты создал такую штуку, это про деньги, априори у тебя будет все окей. Но меня интересует выход. Выход на тех людей, которые непосредственно тоже что-то в этом мире создают мощное, уникальное. То есть меня интересует самый высший эшелон людей, потому что то, что открыл я, это для высших. То есть, понимаешь, скажем так, ну, я не хочу никого обидеть, но если ты полностью вот как бы человек маленький, то, что говорится, это не столько даже про финансы, а про то, что ты живешь жизнью обычного человека. Вот это понедельник, пятница, вот это вот работа. То есть твои инструменты это какие-то там, не знаю, гвозди, там вот это вот какие-то эзотерические там какие-то медитации и так далее. Так тебе пока на этом уровне вообще, то есть тебе нужно пройти еще огромный путь развития до того, чтобы перейти вот на это. То есть я не про то, что какую-то делаю дискриминацию или пытаюсь обидеть или проявить неуважение. Нет, это про то, что смотри, это скрипка Страдивари. А ты, ученик, максимум закончил только либо институт по скрипке, а то и вообще играешь просто вот как любитель. И куда ты как бы не сможешь. То есть в твоих руках оно не будет звенеть, играть, оно не даст тебе те возможности. То есть я вот общался, ко мне приезжала клиентка из Бостона. Она грезит стать вот первой скрипкой бостонской филармонической, или как это называется, симфоническом оркестре, короче. И она просто говорила, что там один смычок от скрипки стоит 40 тысяч долларов. Там скрипки вообще, они как бы, понимаешь, они не их, не музыкантов, потому что у них таких денег даже никогда нету. Эти скрипки от людей, которые имеют ими, владеют какие-то миллиардеры, и они их как бы дарят попользоваться, чтобы те играли. И скрипки стоят и по 2, и по 3 миллиона долларов. И просто только в руках этих маэстро они звучат вот так. То есть я к тебе говорю, что тебе нужно стать сначала социально адаптивным и успешным человеком. Тебе надо развиться духовно и материально. Если для тебя ты слышишь сумму 2000, и ты такой типа, вы что, охренели, вы кто такие, вы как, вы для кого это? Ты просто живешь в этом мире. Миры бывают разные. Сумка стоит 38 тысяч евро, часы стоят 500 тысяч евро. О чем ты говоришь? Ты просто не понимаешь, ты живешь как бы вот в этом низком диапазоне, и ты думаешь, что как бы это и есть весь мир. Нет, я тоже так думал. Я из того мира. То есть я из Приднестровья, из обычной рабочей семьи. То есть я первую работу работал за 150 долларов слесарем по пылеугольным системам.
на заводе, понимаешь, весь черный ходил. То есть я знаю, что такое деньги, я знаю, что такое низкий уровень и знаю, что такое высокий. И это не моя проблема, а твоя, понимаешь? То есть это тебе надо выбираться из этого. И тебе не нужен этот инструмент, если ты голодаешь, если у тебя, не дай бог, мысли там взять в кредит, там почку продать последнюю, купить это. Ну это бред, это полный, так не работает. То есть это должно быть у тебя желание не от нужды, а именно к росту, к избавлению, к тому, чтобы стать лучше. Не к халяве, что типа я ничего не буду делать, а мне сейчас накинут, а к тому, что ты готов выйти на новый уровень развития, и тебе не хватает инструмента толчка для этого уровня. Вот для кого это создано, понимаешь? Это создано для тех людей, которые, как я, они просто презирают и ненавидят эти инструменты, которые пользуются всеми. Какие-то вот эти вот гвозди, которые все просто как одинаковые, как муравьи, все стадным эффектом становятся, собираются в квартирах по 20 человек, стоят на этих гвоздях. Это ужасно. Но это тоже должно быть в этом мире. Так же, как есть машина Лада, есть машина Rolls-Royce. Просто это для каждого. Есть в экономе самолет, а есть первый класс, где ты можешь спать. И ты не можешь предъявлять это миру. Так выстроен мир. Разные дивизионы, диапазоны, высокое, низкое и так далее. То есть я просто лишь объясняю, что это для тех людей, которые любят эксклюзив, закрыто, то, до чего нельзя дотронуться. То, чего как бы неизвестно, те, которые люди не знают даже, что так бывает, а у тебя есть, и ты делаешь это. И вот это вот чувство, которое появляется, превосходство, то есть чувство даже превосходства от того, что у тебя есть, и ты это знаешь. Они даже не знают. И это сильнее чувство, даже чем что у тебя есть бабки или есть там шмотки, бренды. Это все фигня. Дорогая тачка тебе даже не даст того превосходства, которое тебе дает ощущение того, что у тебя есть технологии и знания, делающие тебя, ну, в каком-то смысле, в узком смысле, всемогущим. Потому что это дает тебе контроль такого уровня над своим телом, психикой, над своими психотравмами и так далее, которые у обычных людей нету. Они просто будут в белке бегать, вот как в белке, в колесе, как белки будут бегать, а ты будешь решать. Они бегают, ты решаешь. Они тратят месяц, ты день. И вот это вот выигрыш времени, выигрыш усилий, выигрыш, что делает тебя большим человеком. Потому что ты достигаешь в разы, в десятки раз. И еще, кстати, когда ты работаешь с скрип-кассетой на регулярной основе, это как бы вот представь, то есть это очень высокий дивизион на уровне того, что это как бы изобретение не из низкого мира, а вот из высокого. То есть как бы тебе нужно туда тянуться. И то есть взаимодействуя с ней, ты даже если когда отваливаешься на какую-то, знаешь, какие-то плохие мысли, на какие-то плохие качества, какие-то там зависть, там, если что-то какие-то просыпаются в тебе, вот соприкосновение с этой штукой, это как соприкосновение с большим, великим человеком. Если у вас был в этой жизни опыт взаимоотношения с каким-то вот реально великим, большим человеком, каким-то известным, достигшим, то ты знаешь и ты чувствуешь, что когда ты с ним общаешься, ты становишься лучше. То есть как бы само вот взаимодействие, нахождение в этом поле, оно делает тебя развитее, осознанней. Ты как бы обучаешься даже в пассивном режиме, находясь рядом с ним. Так вот здесь то же самое происходит. Взаимодействие с этой энергией, с этими мыслями, ты как бы идешь слепком вверх, автоматически вверх, а не вниз, понимаешь? И самое главное, что в кассетах, самое главное, что ты, когда подключаешься к кассете, ты здесь и сейчас на физическом уровне чувствуешь это ощущение. То есть, понимаешь, я вот не принимаю такие вещи, что ты типа вот взял какой-то амулет, там, медальон или еще что-то, и такой типа ты должен верить, что оно работает. Ты никак это не чувствуешь, оно никак не проявляется, и ты должен верить, что просто оно работает и где-то там помогает. Нет, я верю только в физические, в энергетические вещи здесь и сейчас. Взял, и у тебя здесь и сейчас в теле вот это все происходит. Взял, у тебя мысли меняются, взял, у тебя глаза меняются. Вот эти вещи я ценю, и только такое я и признаю. То есть я еще буду записывать ролики о скрипт-кассетах, об этой технологии, о вопросы-ответы. То есть это мы не прощаемся на этом. Я просто буду каждый раз очерчивать. И у меня есть группа, телеграм-группа, специально посвященная только кассетами. Я там регулярно делаю посты, я там доношу, открываю это вообще направление, чтобы у вас создавались файлы в голове, и только тогда вы начнете как бы изнутри это пропускать и видеть. Потому что прежде чем вообще наша планета апгрейдится и примет это все, должно произойти созревание какое-то критическое количество людей. Но я хочу сказать, что, кстати, за 7 лет, вот сколько я открыл кассеты, да,
очень сильно изменилось в хорошую сторону. То есть 7 лет назад я такого ловил, просто с говном мешали. А сейчас такого практически нету. А сейчас как бы глупцы есть, да, там пару забаненных есть, но в целом люди, многие пишут, понимаю, принимаю, откликается, сам так думал, до этого дохожу. То есть уже видно, что планета сама, как бы люди сами уже просят это все. Даже вот мне недавно скинул, тоже написал человек, написал, что Пелевин написал книгу, я вот вставлю название, забыл, где он пишет в иносказательной форме, условно говоря, что-то такое, как скрипт-кассета. То есть о некой технологии, благодаря которой олигархи подключались к буддистским монахам и считывали эти состояния. И знаете, что самое прикольное? Что Пелевин это не фантаст. Пелевин никогда не пишет того, чего не существует. Он как бы скорее это пропускает через определенные вот такие вот сюжеты, но говорит о том, что либо уже существует для закрытой группы, либо того, что он может представить, что так будет. Я такое увидел, думаю, ничего себе, даже такой человек большой уже понимает, что это возможно, или даже, знаешь, как бы с этим сталкивался, слышал, потому что наверняка он вращается в кругах не такие, как обычный смертный. И я хоть и не буддийский монах, но мог бы для больших людей дать бы ничуть не меньше, а то, наверное, даже и больше. Потому что, условно говоря, даже то, что я говорю на YouTube-канале, то, что я выкладываю, это далеко не все, что я умею. И даже, условно говоря, те кассеты, которые вы можете приобрести, это далеко не все кассеты, которые у меня есть, и так далее, и так далее. То есть это, знаете, как бы я показываю вам айсберг, а айсберг это верхушка вот эта снежная, а вот самый это интерес внизу и самая основа внизу. То есть в этом смысле это, знаете, как вот Никола Тесла, то есть который открыл и даже сам охренел от того, что открыл, и потом даже это уничтожил, потому что ну его нафиг, потому что попадя в неправильные руки, это будет наносить вред и даже, может быть, дальше уничтожит планету. Здесь, конечно, я не могу сказать, что это уничтожит планету, но определенно, попадя не в те руки, это может нанести, ну, я имею представление, например, в голове, как это может сказаться, как это может очень плохим образом сказаться на людях, если это запустить эту технологию в неправильную сторону. И поэтому я обязан как минимум на уровне ответственности нести это все и контролировать, и как бы нести благость, а не зло. И знаете, вообще в нашем мире все дается именно справедливо с той точки зрения, что только дается тому, кто может, тащит, тому, кто ценит, тому, кто может вот это вот все. Даже вот вы, если увидели этот ролик, почему именно вы? Почему не остальные 7 миллиардов? Потому что у вас внутри как бы был запрос, вы внутри как бы это заслужили, у вас идет коннект, подключение к этому. А другой человек, он даже не увидит, у него нету этих файлов, он просто мимо, 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 мимо. То есть все в нашем мире не случайно. Это тоже надо как бы понимать, что нету рандома. Все имеет следствие, причину. Следствие, причину. Просто она не всегда для вас очевидна. Хорошо, то есть контакты я дал, группу дал, вот сейчас прикреплю, сюда пойдет. Я сейчас на месяц планирую из Дубая поехать в Таиланд, отдохнуть, набраться сил. И заодно, кстати, кто давно мечтал, может быть, я одного человека приму, там, посмотрю оповещение в Телеграм-группе тоже, смотрите, если что. То есть я пока не знаю, будет у меня настроение, желание или нет, но есть мысли, есть вообще как бы, знаете, какой-то 25-й год, он какой-то другой. То есть вот 24-й год был абсолютно на других вибрациях, энергетик, вообще абсолютно другое было состояние внутреннее и как бы состояние с мира снаружи. А сейчас меня прям как-то вот разрывает, прет, я прям хочу давать эти проекты, говорить, менять. Старое как-то не хочется, хочется новое, новое, новое. То есть мы реально в какой-то вот виток пошли. Это объективно, все тонкокожие люди, вот высокочувствительные, они чувствуют, что изменилось. Изменилась реальность, изменилось внутреннее ощущение, изменились планы, изменилось все. Хочется как-то вот идти вверх, развиваться, менять парадигму, приходить как-то в новый мир. И вот тот инструмент, о котором я сегодня говорил, скрипт-кассеты, это как раз тот будущий атрибут того мира. Без этого просто невозможно. То есть это будет в будущем абсолютная, знаете, даже, ну не то чтобы рутина, но это будет понятно. И, например, вы будете смотреть какой-то голливудский фильм, и там такой главный герой встает с постели, такой бац, а у него на тумбочке лежит iPhone, а рядом скрипт-кассеты. Вот клянусь, будет такое, будет. Ну, может, не мои скрипт-кассеты, если у меня не хватит сил дотянуться вот так масштабно. Ну, кто-то другой когда-то это дойдет до этой технологии, и что-то подобное будет. Но я имею в виду, что это станет новой реальностью, точно так же, как сейчас, например, в фильмах показывают, что, опа, чувак сидит, медитирует, даже в какой-то там сериал типа «Миллиарды», «Биллионс», да, и там главный герой сидит в комнате и медитирует. То есть это как часть, атрибут реальности. И вот то же самое будет как бы со скрипт-кассетами. И я надеюсь, с моими скрипт-кассетами это было бы справедливо, как первопроходца. Будьте здоровы, друзья, берегите себя, пока.